10 мая 1962 года при строительстве Воткинской гидроэлектростанции произошла авария в Чайковском заливе, в результате которой погиб 21 человек. В 1950-е годы на реках Волги и Каме развернулось масштабное гидроэнергетическое строительство, одной из ступеней создаваемого Волжско-Камского каскада гидроэлектростанций, крупнейшей в своем роде европейской энергосистемы, должна была стать Воткинская гидроэлектростанция на Каме. Ее возведение началось еще в 1955 году, а по соседству стал расти сначала поселок, а потом город гидростроителей и энергетиков. Одним из элементов строившегося на Каме Воткинского гидроузла стал Чайковский шлюз, однокамерное сооружение, которое должно было служить для пропуска судов из Воткинского водохранилища, далее вниз по реке с перепадом высот в 23 метра. Как обычно в советской действительности, сдачу объекта в эксплуатацию приурочили к одному из великих советских праздников – 1 мая 1962 года. Однако гидростроители, несмотря на привычные авралы, никак не успевали закончить работу в установленные сроки в полном объеме. Поэтому было принято решение сдать для начала хотя бы левую половину шлюза. 8 мая 1962 года первый пароход миновал недостроенный объект, в правой половине которого вовсю продолжалось строительство. Спустя 2 дня, 10 мая, продолжались работы в правой камере шлюза и в межкамерном пространстве. На этих работах были заняты 63 человека. Кроме того, на стенах камеры стояли люди, наблюдавшие за шлюзованием. В 14 часов 45 минут находившийся в верхней части канала пассажирский пароход Дмитрий Фурманов и груженный лесом теплоход Криуши получили разрешение на шлюзование. В 15 часов 5 минут оба судна были пришвартованы у внутренней стенки камеры шлюза. Первым в шлюз вошел сухогруз Криуши, за ним пришвартовался Дмитрий Фурманов. Оба судна подали сигнал о готовности к шлюзованию. В 15 часов 20 минут произошло обрушение правой внутренней стены левой камеры шлюза на участке с 1 по 4 секцию, общей протяженностью 110 метров. Стена завалилась, и в пролом хлынула вода, моментально затопившая межкамерное пространство и правую камеру шлюза. Корму парохода Дмитрий Фурманов начала затягивать в проран. Команда парохода обрубила швартовы и пыталась помешать затягиванию, дав полный ход машинам, но это не удалось. С кормы сухогруза Криуши были брошены концы, и объединенными усилиями пассажирский пароход, на котором были 423 пассажира и 52 члена экипажа, сумел выбраться из прорана. Люди были частично эвакуированы по веревочным лестницам, а часть перепрыгнули на грузовой теплоход. В это время 2 инженера строительства сумели закрыть ворота и прекратить поступление воды в шлюз. Точное количество жертв было установлено впоследствии. Ими стали 21 человек, и еще 15 человек получили ранения. Ущерб, причиненный государству, составил 2,5 миллиона рублей. Была назначена правительственная комиссия по расследованию причин аварии. На место прибыл первый секретарь Пермского областного комитета КПСС и ряд других высокопоставленных чиновников. Позднее прибыл следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР. Экспертная группа не нашла никаких отступлений от проекта и нарушений в технологии производства работ. Таким образом, очевидно, что были ошибки в проектировании шлюза. Тем не менее, приговором Пермского областного суда от 23 августа 1962 года виновными в преступлении были признаны председатель пусковой комиссии, начальник технического управления Министерства строительства электростанций СССР и исполняющий обязанности главного инженера строительства. Им было назначено наказание в виде 6 и 4 лет лишения свободы. Приговор был обжалован. Бывший начальник строительства Камской гидроэлектростанции и с 1954 года начальник строительства Братской гидроэлектростанции, депутат Верховного Совета РСФСР, добился встречи с председателем Президиума Верховного Совета СССР, который на уже готовом приговоре написал, условно: проектировщики не были привлечены к ответственности. Косвенным подтверждением вины проектировщиков служит тот факт, что по окончанию строительства гидроэлектростанции в 1966 году никто из проектировщиков не был награжден орденами и медалями.
Тот факт, что проектировщики остались без наказания, объясняется тем, что на тот момент строился Аусанский гидроузел, который был спроектирован тем же Лингидропроектом, и советские власти предпочли не бросать тень на проектировщиков. Друзья, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.